Вы по привычке? Я по привычке пошел в середину стола. Спасибо. Пожалуйста. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые друзья, мы всех рады приветствовать в Москве. У нас сегодня очередной Высший Государственный Совет Союзного государства. Он связан с юбилеем. Это не только торжественное, но и деловое мероприятие. Я еще раз хочу выразить надежду на то, что оно пройдет на самом высоком уровне, с пользой. И с удовольствием передаю слово Александру Григорьевичу как ведущему и председательствующему. Пожалуйста, Александр Григорьевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Высшего Государственного Совета, уважаемые участники нашего сегодняшнего мероприятия, традиционно я хочу поблагодарить, Владимир Ильич, вас, правительство, руководителей парламента, наших министров Российской Федерации за гостеприимный прием и за то внимание, которое вы уделяете этому мероприятию. В текущей международной ситуации на фоне напряженной обстановки, прежде всего на западных рубежах, нам жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией. Геополитический расклад объективно ставит перед нами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы. Начата практическая реализация договора о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. В декабре заступил на боевое дежурство в Беларуси, как мы с вами и договаривались, ракетный комплекс «Орешник». Мы слаженно работаем во внешней политике. Подписание сегодня директивы о взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия станет важным шагом по защите общих интересов, незыблемости международного права и его институтов. Но в фокусе внимания, как всегда, прежде всего, экономика. Глобальную торговую систему, к сожалению, сегодня блокируют. Гнут, ломают под себя путем введения заградительных пошлин, технологических, энергетических блокад, валютного давления, пиратства на логистических маршрутах. Одним странам не разрешают нефть экспортировать, другим импортировать. Стараются не разрешить. Если лидеров многополярного мира Китая и России еще хоть как-то опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление. Только в последние недели возьмите, к примеру, Венесуэла, Куба, Иран, наши общие партнеры, стали объектами грубейшего вмешательства, в первую очередь, через экономику. Поэтому технологический суверенитет, ставка на собственные ресурсы и компетенции, приоритет союзного продукта и защита общего рынка союзного государства – это те же самые рубежи безопасности, не менее важные, чем военные и внешнеполитические. Уважаемые товарищи, 2 апреля мы отметим 30-летие договора об образовании сообщества Беларуси и России, который заложил фундамент развития нашего союзного строительства. За эти годы мы прошли огромный путь. Взаимный доступ к рынкам позволил нарастить объем товарооборота за прошедшие годы в 8 раз. С $6,5 миллиардов в 1996 до почти 55 миллиардов долларов по прошлому году. В двусторонней торговле уменьшилась энергетическая составляющая, выросли взаимные поставки продовольствия и потребительских товаров. Опережающими темпами развивается торговля услугами, транспортными, строительными, информационными. Встречные инвестиции дают нашим экономикам импульсы для взаимосвязанного роста, а главное, создают новые рабочие места. Более 60% привлеченных Беларусью средств приходится на российских инвесторов.
Наша страна также существенно нарастила вложения в российскую экономику. Сегодня правительство доложит о работе по выполнению основных направлений реализации положений договора о создании союзного государства на 24-26 годы. На данный момент выполнено только 40% отраслевых мероприятий, 125 из 310. С отставанием от графика идет процесс по относительно небольшому числу поручений, 14, всего 4,5%. Параллельно надо обеспечить подготовку содержательных основных направлений на следующий трехлетний период. Ну и самое главное, обязательно их выполнить. Они должны быть ориентированы прежде всего на обеспечение технологического суверенитета союзного государства и технического паритета с другими странами. Тем более мы это можем сделать, как успешно делаем, правда, по отдельным направлениям в отдельных отраслях. Правительством постоянному комитету необходимо качественно, всесторонне их проработать, чтобы затем двигаться вперед со скоростью, которая требует от нас уже ситуация. В союзном строительстве мы идем от жизни, приступая к более высокому уровню интеграции, созданию межгосударственных структур там, где это назрело. Сейчас у нас работают Межгосцентр таможенного комитета, налоговый комитет, союзный гидромет. Сегодня учреждаем комитет по стандартизации и качеству союзного государства, который должен обеспечить контроль за качеством продукции на нашем общем рынке и содействовать устранению технических препятствий во взаимной торговле. В этом году юридическое оформление наконец получил статус товар союзного государства. Важно, чтобы за красивым официальным знаком последовали реальная поддержка и защита интересов белорусских и российских производителей общего нашего продукта. Расширению возможностей для граждан союзного госмодарства послужат запускаемые уже через несколько месяцев приграничные железнодорожные перевозки по маршрутам Витебск-Смоленск, Орша-Смоленск. Я часто отмечаю, и при этом в адрес Михаила Владимировича Мишустина говорил, он часто говорит сегодня о том, что мы усилим, ускорим наше сотрудничество в плане перевозок. Как только вы ввели дополнительные ласточки, мы их так называем, у нас огромное количество, миллионы белорусов поехали в Москву. И сегодня уже их недостаточно. Владимир Владимирович должен заметить, мне вчера доложили как раз, наши беглые уже озаботились тем, что белорусы в Европу вообще не едут. Все едут на восток, меньше, конечно, в Китай, больше в Москву, в Российскую Федерацию. Вот что значит идти от земли. Мы делаем то, что нужно нашим людям. И вот сегодня мы запланировали рассмотреть вопросы железнодорожного и прочего сообщения между соседними регионами. Это то, что надо. И вот тогда не надо никого уговаривать, быть в союзе или не быть в союзе. Надо делать вот эти шаги для людей. И я уверен, что все вы по-настоящему осознаете ценность белорусско-российских отношений, беспрецедентную глубину нашей интеграции. Рассматриваемое сегодня решение позволит нам еще раз подтвердить востребованность формата союзного государства. И я хочу прежде всего поблагодарить, Владимир Ильич, ваших министров, членов правительства Российской Федерации, которые больше внимания стали уделять при нынешнем правительстве. Михаил Владимирович, спасибо вам. Я уже не говорю о наших парламентариях. Это вообще моторы наших отношений. И вот наши мероприятия в рамках регионов, это очень важно. Сегодня уже китайцы нам предложили по принципу, как вы работаете с Россией, давайте будем работать регион с регионами. Сегодня Иран, не сегодня, а где-то полгода тому назад, также хотят такого сотрудничества. На земле виднее, что нужно людям. Поэтому то, что когда-то подтолкнули мы этот процесс, и парламентарии этим занимаются, особенно сенаторы, я им за это благодарен. И я очень надеюсь, что российское правительство будет предано нашему союзному строительству, и мы будем
выполнять все поручения и наши договоренности, и наши решения, которые мы принимаем на совместных наших мероприятиях.